Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Сентябрь 2024 года. События на пороге. Три главных события и события с первых дней месяца. И правда, планетарно, транзитами. Планета Плутон ваша, одна из ваших планет-управителей, возвращается в знак зодиака Козерог ненадолго. И в начале, с первых чисел сентября, она пробудет в ретро-движении до середины октября, возвращая нам какие-то вопросы, что-то должны согласовать, может быть, с чем-то окончательно разобраться, избрать какой-то более правильный фарватер или что-то подвести под знаменатель. Своеобразная ситуация выбора. Но это не только сентябрь. У нас еще и Сатурн в рыбах находится, и это пробудет до 7 декабря. А кроме этого еще много планетарных ретро-транзитов по части таких серьезных планет, как Уран и Нептун. И это будет продолжаться и на декабрь, и на 2025 год, если мы говорим про Уран, опять же, где находится ваша экзальтация как раз. И это будет как окончательное какое-то или решение, или получение важного итога, который может состояться по тому или иному вопросу еще в январе 2025 года, поскольку Уран у нас до 30 января. Кому интересно, я приглашаю на свой сайт. Приглашаю посмотреть другие видео, как и по планетарным транзитам, так и прочитать гороскопы планетарные и на моем сайте, и на YouTube-канале. Одним словом, переходите в описание, я думаю, в описание под видео, и какие-то подсказки вы для себя получите. Давайте же мы пока рассмотрим с вами сентябрь и зададим наши традиционные вопросы. Первая карта «Что придет?». У нас сегодня две колоды. Это колода поддержки патронажа ангелов и колода 78 дверей. Изображения колод подаются больше с позиции позитивной психологии. Вот давайте будем добрее к самим себе, где-то себя не пришпоривать. А если уж нам возвращает судьба какую-то историю, ну так это для того, чтобы мы с чем-то определились и уже больше было ясности, больше было порядка в нашей жизни. Итак, что придет? Какие энергии будут преобладать? Что уйдет? И это имеется в виду, по крайней мере, это то, что я имею в виду, задавая этот вопрос, что вы как раз умеете подытожить или с чем разобраться, завершить, может быть. Хотя я могу допустить, что это может быть связано с человеком. Что будет продолжаться? Может быть, какая-то сфера жизни. Чем не соблазняться? На что соглашаться, что не упустить? Что будет прогрессом и чего опасаться. Далее 78 дверей колода карт. Принципиальное значение в этой колоде имеют двери, открытые или закрытые. И каков ключ мы должны найти для того, чтобы эта дверь открылась. Как нам поступить? Именно действие очень хорошо передает эта колода карт. И мы достанем три карты, как три главных события. Какой может быть сферы жизни или ваших действий будет это касаться в сентябре месяце? Итак, что же придет? Нулевой аркан. И в этой колоде карт это карта мечтателя. Посмотрите, ребенок нам показан, девочка гонится за бабочкой, и ангел как будто охраняет ее. Но и мы сами должны тоже не плашать. И это карта начинаний, новых возможностей. Это карта, как и надежды, это карта веры, безусловно, и карта поддержки, словно высшие силы вас на что-то благословляют и поддерживают. Вы можете начать как что-то новое по работе, по труду, по вашему бизнесу, по вашей сфере деятельности. Для кого-то это обучение или, может быть, и согласование документов, подписание каких-то важных бумаг, потому что есть какое-то дело, когда вы действительно уже что-то хотите сделать в другом ключе или придать больше значимости, больше ясности, может быть, в каком-то вопросе. Или творчество, мои дорогие, какой-то новый проект, это тоже может быть. Или новые отношения, почему нет? Может быть, какая-то личная история любви. Она какая-то совершенно новая, с новым человеком. И вы тоже будете для себя, что-то и обдумывать, мечтать где-то, не без этого, строить новые планы,
ставить перед собой новые цели. Поэтому есть какая-то поддержка. Может быть, конкретно человек вас поддерживает. Но еще все же мы про ангела говорим. Высшие силы вас поддерживают. Они вас могут словно направлять. И планетарно, правда, оно тоже где-то так проигрывается. Вас словно судьба, Вселенная выводит на тот путь, которым вы должны пройти. И для всех знаков зодиака, кстати, не только для вас, вот этот период, он достаточно непростой. Но, видимо, какое-то свое новое качество жизни, самое главное, вы должны отстроить. Или новые цели поставить, что идет. Еще один старший аркан. Так выглядит 13-й аркан. Аркан трансформации. И в этой колоде называется Лошара Андары. Оставь, нам буквально говорят. В других колодах карт это карта смерти. Я надеюсь, вы все правильно, как раз скорпионы меня правильно всегда понимают, что это вовсе не про смерть, а именно про трансформацию, окончание чего-то. И карта нам говорит: оставь, иди дальше. Это то прошлое, которое, вот все то, что я говорила до карт, мы должны подвести к какому-то итогу и не оборачиваться. Очень символично вам выпадает нулевой аркан. И мы говорили, карта мечтателя, новые цели, новые планы. И как раз есть какое-то дело, может быть, и люди, или какие-то согласования, документы, может быть, у кого-то и работа, или отношения, старший аркан, который вы должны просто оставить. Это карта освобождения и конкретно свободы. Та свобода, которая приходит к нам через трансформацию. Обратите внимание, ангел держит птицу Феникс на своей руке. Вы как птица Феникс, мои дорогие скорпионы. Вот такой непростой сентябрь. Ну, для вас, наверное, не секрет, для скорпиона часто бывает какая-то многозадачность. Ведь ни один знак зодиака не имеет столько совершенно противоположных по энергиям планет, как вы. Планета-управитель, я имею в виду, когда Плутон одновременно Марс и в экзальтации Уран. Все три планеты, которые достаточно жесткие, активные, которые могут где-то как раз эти итоги подводить так вот безапелляционно, отрезая что-то. Но здесь, может быть, придется что-то согласовывать, видимо, сделать что-то для себя хорошо, чтобы возродиться как птица Феникс. У вас получится. По крайней мере, вы испытаете, когда вы что-то вот закончите, завершите, подпишите, может быть, как документ, или согласуете, с чем-то определитесь. Это у вас как гора с плеч. Что же будет продолжаться? Тройка воды, праздника карта. Карта, кстати, общения, карта дружбы. Именно нам где-то говорят не только о празднике, а именно в этой колоде карт о тех людях, которым мы можем, ну, где-то с большей долей вероятности доверять. Или наше общение с теми людьми, с которыми, может быть, у вас бизнес, или может быть какая-то как дружба, да, есть взаимодействие и есть какое-то доверие все-таки. Здесь не совсем про тот праздник, который такой пышный, когда все разошлись, и мы словно друг друга не знаем, потому что в этой колоде именно проходят наши друзья. Поэтому что будет продолжаться? Есть какой-то круг общения, который вы будете определять в сентябре. Может быть, вы как раз будете фильтровать свое окружение. Те, которые будут со мной, и те, с которыми я расстанусь. Чем не соблазняться? У вас сильная позиция, карта Солнца. И это карта успеха, это карта энтузиазма, вашей сильной активности и возможностей. Но, как ни странно, выпадает в позиции, чем не соблазняться. И мы говорим, самоуверенность – это прекрасное качество. Но есть одна сложность. Когда мы чересчур самоуверены, мы становимся самонадеянной. Вот именно об этом качестве самонадеянность, которая нам может помешать увидеть какие-то новые грани сотрудничества, новые горизонты. Или когда мы хотим настоять на своем, мы хотим где-то получить именно, понимаете, не просто свое, а еще каким-то определенным способом. А тут способы придется подбирать. Посмотрите, два старших аркана. Может быть, обстоятельства так складываются, что
Ну, там, где мы не пройдем гордой поступью, нам придется пройти бочком. Или в каком-то узком коридоре возможностей, мои дорогие скорпионы. Примите этого внимания. А если мы будем где-то настаивать на своем, мы можем упустить вот эту самую возможность. Или карта Солнца, карта счастья, карта, когда не просто радость, а какие-то новые перспективы, новое качество жизни открывается. И где-то вверху ведь нам нулевой аркан мечтателя говорит о том, что да у тебя сейчас нет ничего невозможного. Тебе сейчас самое главное методы свои как-то скорректировать, отрегулировать в зависимости от той обстановки, где ты находишься или с кем приходится общаться. Да, выводы неизбежно вы какие-то сделаете. Будет продолжаться только то общение, которое вы сочтете надежным. И пусть это и личная жизнь у кого-то, может быть, в большей мере проиграется, а у кого-то работа, а у кого-то все в одном клубке перекрутится, и да, мне нужно все расставить по местам. И кого-то буквально, может быть, стоит отпустить и не пытаться удержать. Иначе мы сами себе, ну, условно завязываем какую-то петлю, понимаете? Вот есть такое значение. Поэтому с нашими настойчивыми желаниями нужно быть аккуратными, не соблазняться тем, что не может быть продолжено. На что соглашаться? Ну вот, это то, о чем я говорила. Узкий коридор. Обратите внимание, девочка, ее никто не заставляет, это она сама решила пройти по этой тоненькой жердочке. Она держит как раз баланс. Она не может ни вправо, ни влево отступиться. И, кстати, игра проходит по этой карте. И ведь это ее игра, с ней никто не играет. Она сама себе такую игру создала, поэтому, может быть, были какие-то внешние события, и что-то напоминало чужую игру. И тогда для вас, мои дорогие скорпионы, переложить на какую-то свою игру, но сделать это красиво. Двойка земли. Сделать это очень элегантно. Не настаивать, опять же, на своем, а именно потому, что вы сумеете пройти по этому узкому фарватеру и не оступиться. Но для этого вам нужно словно иметь, знаете, как конечную цель. Вот эта цель или вот эта мечта вы поставили перед собой. И есть такое выражение древнее: все средства хороши. Ну, насколько все средства хороши, мне сложно судить, но в контексте цель. Мы когда поставили перед собой какую-то задачу и понимаем, я все равно своего достигну, даже если мне придется договориться с 1000 людьми, с которыми договориться невозможно. Или если мне придется пройти какие-то 1000 дорог, я все равно попаду в то место, где я собираюсь, то, что я, или оказаться, или то, что я собираюсь осуществить. Вот где-то такой настрой, на это следует соглашаться, чтобы либо какую-то ситуацию перевести в свою более красивую, надежную игру, или уметь контролировать. Вот здесь вы что-то не можете контролировать, понимаете? И ваша задача не контролировать на сентябрь, а как раз убрать какие-то преграды, убрать то, что вам мешает. Все же вот птица Феникс — это действительно мы возрождаемся из пепла. И поэтому мы не тянем за собой какое-то прошлое, которое нас только отягощает. Мы должны после этого, как птица Феникс, мы должны потом пройти вот по этой тоненькой жердочке. И если мы чересчур отягощены тем или теми отношениями, которые у нас не подведены к единому знаменателю, очень сложно будет держать вот это равновесие. Поэтому держите равновесие, баланс, продумайте, что для вас лично может означать этот тонкий нюанс. Чего опасаться? Ну, если вы куда-то отправляетесь, шестерка воздуха, безусловно, нужно быть аккуратным. Но вообще карта заслуженного успеха, и это всегда сильная позиция. И по карте Солнца, посмотрите, карта, по сути дела, успеха находится в позиции чего опасаться, так и чем не соблазняться, казалось бы, Солнце. Но это карта нашего эго. И здесь у вас может создаться впечатление, вы будете себя хорошо чувствовать с сентября.
Я не имею в виду здоровье, но я имею в виду ваше эмоциональное какое-то состояние. Потому что именно после трансформации, да, мы ее проходим, но после этого мы как обновленные. И я могу предположить, что уже многие из вас уже этот знаменатель где-то подвели в августе. А в сентябре вы с большей уверенностью к чему-то будете приступать. Как будто нет каких-то неожиданностей. И даже если они есть, вы на 1000% к ним готовы. Но самодостаточность иногда есть то качество, которое основывается на самоуверенности. Это прекрасно. Но самонадеянность, повторюсь, она нам мешает увидеть альтернативные варианты. И поэтому вот в позиции, на что, чего опасаться, опять же, не настаивать на своем. Может быть, не торопиться куда-то. Может быть, карта говорит, переверни страницу своей жизни конкретно. Это карта надежд. Поэтому, если мы говорим, первое, переверни страницу собственной жизни, тогда и карта нам об этом тоже говорит, потому что нулевой аркан. Но если мы говорим надежды, надежды бывают разные. Надежды, как пустые надежды, которые никогда не сбудутся. Поэтому нужно быть реалистом. И вполне вероятно, какая-то история, она должна кануть в лето. И есть та надежда, допустим, когда мы просто как ожидание, мы ждем конкретного документа. Вот вам вот эту надежду придется словно на две части разделить. Что есть конкретно ожидание, вынужденное именно потому, что обстоятельства таковы, или вы ждете каких-то согласований, или то, что по независящим от вас причинам попадает под какой-то регламент, мои дорогие скорпионы. А что будет означать пустые надежды? И это тогда вот пустыми надеждами где-то не соблазняться и опасаться. Быть реалистами. Давайте посмотрим три главные события. Интересно, пятерка пентаклей. И в этой колоде карт два направления. Первое. Держать баланс придется, чтобы с кем-то договориться или установить взаимопонимание. И здесь могут проходить и люди, может быть, даже мы не рады их видеть, а какие-то контакты мы должны продолжить. И какие-то вопросы по части денег. У нас человек находится именно в амбулатории, и нам показывают амбулатория такая рангом не самым высоким, скамеечка скромная, какая-то доска с прикрепленными бумажками, да и сам человек в заплатанной одежде. Поэтому для кого-то решать именно вопросы, которые в конечном итоге сводятся к деньгам. Подвести под знаменатель, может быть, это касается документов. Опять же, документы. Показан пусть человек в амбулатории, но это может быть любая инстанция, любое учреждение, и мы как будто в роли просителя. Мы ждем, опять же, документы, или мы пытаемся разобраться с каким-то вопросом, и вам придется сделать, закончить что-то по закону, в чем-то, может быть, буквально прописать, поставить точку, печать. У кого-то это может быть и банально, когда вы хотите закрыть кредит или взять кредит. Нет ничего невозможного, но где-то придется балансировать, безусловно, но и помнить, наверное, что как-то, скорее всего, действовать по-другому, потому что мы должны уйти от того, что нас тянет назад, мои дорогие, или от какой-то неопределенности. Если мы говорим про здоровье, и вы себя чувствуете не очень хорошо, обратитесь к специалисту, и о себе нужно что-то знать наверняка, пройти хотя бы обследование, понимаете, может быть, поменять врача, мои дорогие, у кого-то и так может быть, или дополнить. Что сказал один доктор, второй, третий, если это есть такая необходимость. Чем дело кончится, давайте немножко проясним. Пятерка пентаклей, кстати, не крупная карта, и она с учетом всех предыдущих карт где-то больше говорит, что вы сумеете решить какой-то вопрос. Но чем дело кончится, если согласование? Еще одна карта, шестерка мечей, у вас сильная позиция, какой-то успех у вас уже как на горизонте. Но еще вам осталось приложить некоторые усилия или для себя избрать вот этот фарватер, вот этот коридор, по которому вы будете идти до конца 2024 года, а с учетом Урана, мои дорогие, еще и где-то на январь месяц. Создать бизнес-план, ну, так условно говоря, или план минимум, план максимум. И при этом оба плана быть готовым корректировать, к тому, ну, в зависимости от обстановки. У кого-то может быть переезд,
какая-то поездка, смена работы, смена направления деятельности, учеба может пройти, работа, связанная, ну, или посредством интернет, или изучение языков, может быть, языков программирования, или, по сути дела, это весь мир, пространство, вселенная, эфир, интернет. Здесь уже очень много может быть направлений по этой карте. Для кого-то из вас будет актуален такой момент, когда вы будете хотеть работать удаленно. Почему? Потому что вы могли задумать, я должен уметь работать из любой точки мира. И кто-то будет переходить или искать варианты, чтобы быть работоспособным, опять же, в любом месте, в любой час. Но интернет именно для вас будет важен, может быть и так. Чем сердце успокоится? У вас две карты заслуженного успеха. Это не тот успех, который прямо в сентябре приходит, мои дорогие скорпионы. Это то, что постепенно, последовательно произойдет в последующий период. Но у вас две карты. Что-то у вас меняется. Вы словно два раза страницу своей жизненной истории можете перевернуть. Чем сердце успокоится? Пятерка пентаклей. О, более чем. Правда, вы какой-то квантовый скачок можете совершить. Или, знаете, словно сбросив груз каких-то забот, ненужных дел, может быть, ненужных людей, ненужных отношений, все что угодно по 13-му аркану, пройдя эту трансформацию. Вы как возрождение, мне нечего сказать. Это карта радости, когда сбываются наши мечты, когда вы довольны собой, когда вы среди действительно того окружения, которому вы можете доверять, среди ваших друзей. Ну, когда даже какой-то вопрос у кого-то по здоровью, мои дорогие, это словно как возрождение. Больше сил, выздоровления. И если мы переложим на чиновников, значит, все равно, мои дорогие, вы все решите. Но вы решите не просто в какой-то узкий, да, или для какого-то узкого, короткого момента, а с прицелом на далекое будущее. Здорово. Второе важное событие – колесо фортуны. С одной стороны, это фортуна, удача. Вселенное пространство вам помогает. И когда выпадает эта карта, тысяча, опять же, неопределенностей каких-то. Умей или будь готов где-то взять свою мечту. Умей идти по ситуации. Об этом нам говорят карта. Умей быстро проанализировать события. И, ну, куда-то не опоздать. Почему так говорю? Потому что часто, пусть не в этой колоде, но все же, колесо фортуны нам говорит, вот сейчас есть это какая-то возможность, а завтра, если ты что-то отложишь на потом, этого может не быть. Но надо сказать, что вам как фортуна помогает. Может, эта карта как раз и означает, что вы именно в этой колоде будете с кем-то держать совет. Или совет не будете держать, но анализировать услышанное вы как раз можете. И, может быть, придет как случайно какая-то информация, словно сорока на хвосте принесла, а вы это сумеете переложить на благо себе и из этого что-то создать удивительно хорошее или сделать хорошее. Или вы просто случайно можете узнать, что мне нужно действовать сейчас в любом вопросе, старший аркан. И вот действуя в нужный момент, в нужное время, для вас как 1000 дорог сойдутся в одной точке. И я могу это предположить. Чем дело кончится? И правда про окружение, семерка жезлов. Если мы говорим, двери открыты или закрыты, обратите внимание, открытых все, ну вот единственное по пятерке только. Двери я подробно описала, что нам нужно делать. А в принципе, колесо фортуны, дверей нет закрытых. И дверь это не что иное, как спиритический стол. Его величество случая я тоже обрисовала. Семерка жезлов. Человек непонятно на карте. Не то закрывает камнем грот, не то его открывает. Чем дело кончится? И вы. Для кого-то закроете этот грот, для кого-то вы откроете. Семерка жезлов в основных колодах Таро подразумевает соревнование. Ну, понятно, не в этой колоде. Но, в принципе, там ведь тоже соревнование, то, в котором нам не предлагают участвовать. Нам только говорят, да, у тебя хватит физических сил. И на этой карте тоже.
Нам говорят, физических сил вот этот камень двигать нам как будто хватит. То есть все-таки форма наша будет физическая, где-то настрой на должном уровне. Но перед тем, как ввязываться в какое-то дело, на что-то соглашаться, мы 1000 раз подумаем. Или мы что-то должны просчитать. Для кого-то мы закроем путь и поставим точку, а кого-то мы впустим в наше пристанище, буквально в наше место, или с кем-то мы будем близки, может быть и так. Но определить самое главное. Здесь по этой карте не скорость именно в действиях важна, или в скорость, когда мы на что-то, на просьбы чьи-то откликаемся, когда мы думаем о себе, мои дорогие, чем дело кончится, думайте о себе. Чем сердце успокоится. Ваша карта, здесь кто как хочет. Нет закрытых дверей, опять же, понимаете, нет преград для вас, мои дорогие скорпионы. Преграда только может быть, когда мы чересчур настаиваем на своем, пытаемся удерживать, потому что все же птица Феникс выпадает. Так вот, король кубков. Мы с вами говорили, что у нас выпало чего опасаться, пустых надежд. И вот эта карта как раз про пустые надежды. Нам показан русал, который ждет свою русалочку. И он, глядя на кубок, о чем-то мечтает. Он, скорее всего, вспоминает. И карта нам говорит, что у тебя что-то было хорошее. Но, наверное, ваша задача все же выбраться из этого грота темного или как-то продумать по-другому. Не сидеть, не мечтать, не бездействовать. Иначе, посмотрите, темная карта. Мы можем так и задержать какое-то ожидание, и оно нам не принесет ничего хорошего. Но это, повторюсь, король кубков. Чем сердце успокоится, вы можете решить какую-то свою личную историю. И может быть это история любви. Впереди или сверху колесо фортуны. Вам действительно может повезти. Это может касаться вашей семьи, ваших отношений, вашей пары. Для кого-то, выйдя из зоны каких-то ограничений, вы можете встретить новую любовь. Я этого тоже не буду отрицать. Может быть, это знакомство будет через дружбу, и какой-то период времени это будет просто дружба. Но тогда не забегайте вперед, дайте ситуации развиться так, как должно. Держите баланс, не настаивайте, может быть, и на своем. По королю кубков, по сути, чем сердце успокоится. То, как вы выберете, или какой вы для себя коридор, фарватер установите, там вы сумеете пройти. Повторюсь, нет ничего невозможного. И третье важное событие – король мечей. По этой карте идут как и юристы, как и адвокаты, как идут врачи, как люди, работающие с металлом. Это люди, как чиновники, представители власти, закона, охраны порядка, правопорядка. Это тоже проходит люди в погонах или в форме врача. Вот нам халат показан. Поэтому будьте внимательны, в принципе, к каким-то нормам. И если мы говорим Плутон, плюс у нас еще Сатурн, это как раз про законы, про порядок, который в ретро-движении в рыбах. И вам придется, может быть, согласовывать какие-то документы, и мы уже об этом с вами говорили. Поэтому будьте рациональны. Ну, где-то, если видите ситуацию, вы ее не можете кардинально изменить. Ваша задача, ведь король мечей, он скорее откажется. Он не будет что-то педалировать в своем. Он более чем рационален. Будьте холодны в своих суждениях. Карта может подсказывать, обратись к эксперту. И в данном случае, как специалист, любой из мною перечисленных может быть, так и вы можете держать руку на пульсе, контролировать какую-то обстановку вокруг вас или искать информацию, может быть, даже посредством интернет, анализировать, ну, может быть, какую-то рабочую ситуацию и больше с позиции хладнокровия и расчетливости. Где-то, может быть, и так. Заручиться поддержкой. Кто-то из вас может начать строить карьеру, чтобы получить очень высокую должность. Чем дело кончится? То есть разноплановая карта, но вот эти все направления объединяет холодность суждений, рационализм, логика. Все, никаких эмоций. Вот какое-то событие, которое именно без эмоций вам предстоит решить, осуществить. Итак, чем же дело кончится для скорпионов?
Тройка жезлов. Здесь не заканчивается карта уверенности, якоря, новых начинаний, новых возможностей. Правда, если Скорпион надумал перед собой поставить задачу, у меня должна быть получена какая-то новая должность, я делаю карьеру, она у вас будет. Она у вас почти в кармане. Да, что-то придется вам словно, ну, может быть, и вычеркнуть, или от чего-то избавиться. Но вам от этого, повторюсь, будет только легче и совершенно новые горизонты. У нас тройка жезлов – это как раз-таки и есть горизонт, расширение кругозора, наших горизонтов возможностей, новых каких-то планов, надежд. И нам в самом начале об этом сказали. И у нас маяк, человек привлекает к себе внимание. Поэтому, да, где-то есть такой подпункт, что не бойся, не оставайся в тени, но при этом будь очень рационален, чтобы себе не навредить. Ставь перед собой, планируй что-то новое. Тут больше именно на элемент новизны все направлено, на дороги, на какое-то перемещение, для того, чтобы перевернуть страницу собственной судьбы. Но не оглядываться назад и не пытаться словно притянуть какую-то историю, реанимировать из прошлого, чем дело кончится. Тут новые горизонты, тут что-то начинается у вас. И, собственно, с первой карты нашего расклада нам об этом сказали. Чем же сердце успокоится, мои дорогие скорпионы? Что вот так для вас, чтобы для души, чтобы скорпион вдохновился? Чем сердце успокоится? Ах ты, елки-палки. Но мы говорили с вами, да, мы можем так вот просидеть и ничего в результате не получить. Чем сердце успокоится, вы опять же решаете. Или вы вот этот горизонт новый для себя выбираете, или вы можете застрять. Вы можете застрять буквально, дверей закрытых нет, повторюсь. Посмотрите. Но человек, четверка кубков, он ничего не делает. Он смотрит в этот ящик, он довольствуется малым. Поэтому это как вредные привычки какие-то. Или то, что мы, знаете, нам нужно себя вот как будто изменить, а мы пытаемся настаивать на своем карте Солнца. У вас ведь какие-то вопросы решатся в сентябре. Хорошо. Даже где-то решаться, если вы ничего не делаете. И вам может показаться, что что-то вот, знаете, как вернулось на круги своя. А после этого последует какой-то застой. Вам вот именно застоя надо бояться. И бояться застоя – это не значит какую-то там сверхактивность сразу проявлять. Нет, вам нужно еще и анализировать, что вокруг вас, и какой-то правильный фарватер свой выбрать. Мы об этом тоже говорили. Но есть риск, мои дорогие. Просто что-то вот как поставить на паузу и ничем не, как будто не вдохновиться. Ведь это полное отсутствие вдохновения. Застрять вот в этой темной комнате, застрять в одиночестве, застрять в какой-то зоне ограничений. А дверей закрытых нет. Нам как раз показано такое темное пространство, что как будто дверь даже открыта, но человек привык. Вот, понимаете, сила привычки к чему-то или кому-то тянет назад. У вас выпало очень много прекрасных карт и сильная позиция, мои дорогие скорпионы. Но, видимо, для кого-то важно услышать. Посмотрите, насколько полярные карты. Новые горизонты и какая-то прежняя история, которая вообще, она уже вчера не имела значения. И, видимо, действительно, вам нужно с чем-то определиться. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.